Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы, подписчицы и зрительницы канала. Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на канале «Мир рукоделия и творчества. Вязание пряжа». На просторах интернета я нашла замечательную модель кофточки, жакет, летний вариант. Также данную модель жакета можно связать и демисезонный вариант для осени и зимы. И из хлопковой пряжи, и также из пряжи, содержащую шерсть, с акрилом, акрил, микрофибры. И сегодня я хочу вам предложить связать образец узора для того, чтобы вам было проще рассчитать необходимое количество петель для начала вязания. И также я в конце видео размещу все схемы, которые вам понадобятся для вязания кофточки. Если вам понравилась данная модель и вы хотите ее связать, то поставьте пальчик вверх, напишите в комментариях. Я эту модель тоже себе взяла в закладочки на заметку. И, может быть, мы с вами ее вместе свяжем на канале. Я проведу подробный обучающий мастер-класс. Даже можно связать регланом сверху вниз. А если вам больше нравится модель с вточным рукавом, то вы можете воспользоваться моим подробным бесплатным обучающим мастер-классом по вязанию жакета. Данную модель мы вязали примерно такую же, называется проект «Незабудка». Ссылочки на подробно обучающий мастер-класс по вязанию рукава, горловины и окаты я вам оставлю в описании под видео, всплывающие подсказки, и также в конце видео. Если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещения, так как на моем канале организую я подробные обучающие мастер-классы. Мои подписчицы и зрительницы участвуют в совместных проектах по вязанию вещей, и я с вами делюсь творческими идеями. Надеюсь, на моем канале вам будет интересно. Для вязания жакета лучше, конечно, выбрать хлопчатобумажную для летней версии, либо это может быть мягкий хлопок, либо мерсеризованный. Вот здесь вот у меня есть идеальная пряжа для вязания данной модели жакета. Метраж 50 грамм, 283 метра. Это 100% мерсеризованный хлопок от Кутнор. Торговая марка Кутнор, название пряжи София. Очень замечательный цвет у пряжи, красивый, 132. Заказывала я в интернет-магазине пряжа Су. Также хочу с вами поделиться по своим промокодам на скидку. Елена, нижнее подчеркивание, мой мир. Купон действует до 12 июля и дает вам право воспользоваться купоном и получить скидку на заказ в размере 5% и максимальная скидка в магазине 10%. Крючок производитель рекомендует 2, номер 2, спицы 2, 2,25. Вот эта пряжа, она мне очень понравилась. Она красиво смотрится в ажурных узорах, не очень тонкой и не очень толстой. Идеальный метраж 283 метра. Также для вязания жакета можно использовать пряжу любую по составу. Это может быть и шерсть, и шерсть с акрилом, микрофибра, акрил, хлопок. Метраж от 220 до 300 метров подойдет пряжа. И вот у меня такие есть еще расцветочки. Всего у меня 3 расцветки. Серый номер 89, очень красивый нежный сиреневый цвет. Номер 30 и вот изумрудный 132. Также есть другие цвета пряжи. Ссылочку на пряжу и на промокод, также интернет-магазин пряжа Су, я оставлю в описании под этим видео. Можно заказать любой цвет пряжи, который вам понравится. А цветовая гамма очень большая. Есть из чего выбрать. Вязать я буду вот по этой мини-версии схемы. Мы сначала всегда вяжем образец для того, чтобы определиться с количеством раппортов, которые необходимо нам набрать для того, чтобы приступить к вязанию кофточки. Здесь, значит, у меня по схеме мы набираем 40 воздушных петелек. Раппорт у нас составляет в ширину 18 петель, а в высоту мы вяжем со 2 по 7 ряд включительно. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов в высоту
И потом мы перематываем видео на начало вязания второго ряда и вяжем со 2 по 7 включительно. С 8 ряда идет повторение и принцип вязания второго ряда. Вот эту схему я тоже прикреплю по ходу вязания и также в конце видео. Обязательно вяжем образец, проводим с ним работы по ФТО, если вы пряжу предварительно не стирали, и потом уже определяемся с количеством раппортов. Я сейчас вам буду показывать принцип вязания узора прямыми и обратными рядами, а также этот узор можно вязать по кругу. Набрала цепочку из 40 воздушных петелек и набираю еще дополнительно 1, 2, 3 петельки, 1 накид на крючок. Можно вязать с одним накидом, можно вязать столбики с 2 накидами. Пропускаю 4 петельки цепочки. Так, 1, 2, 3, 4. И вот в 5-ю петельку провязываю столбик с 1 накидом. С учетом петель подъема у меня связано 2 столбика с 1 накидом. В следующую петельку цепочки провязываем еще 1 столбик с 1 накидом. В следующую петельку цепочки провязываю 1 столбик с 1 накидом. Если вы хотите получить менее ажурный узор, вяжите столбики с 1 накидом. Если вы хотите получить более ажурный узор, вяжите столбики с 2 накидами. Всего у нас должно быть связано 4 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3, 4. 2 воздушных петельки. Пропускаю 1, 2, 2 петельки цепочки. И в 3-ю петельку провязываю 1 столбик с 1 накидом. 2 воздушных петельки. Пропускаю 1, 2, 2 петельки. И в 3-ю петельку я провязываю 1 столбик с 1 накидом. Далее в каждую петельку цепочки я провязываю по 1 столбику с 1 накидом. Всего нам необходимо связать 4 столбика с 1 накидом в каждую петельку цепочки. Так, провязала. 2 воздушных петельки. Пропускаю 1, 2. И в 3-ю петельку провязываю 1 столбик с 1 накидом. 2 воздушных петельки. Все. На этом у нас заканчивается раппорт. То есть я здесь пропускаю 1, 2 петельки и провязываю 1 столбик с 1 накидом. Это уже у нас вот этот столбик, он идет началом второго раппорта. Раппорт 18 петель. И начинается раппорт с 1 столбика с 1 накидом. Заканчивается 1 раппорт вот перед вот этим столбиком с 1 накидом. Всего здесь должно быть в раппорте 18 воздушных петель. То есть начало раппорта и вот окончание, там, где у нас 2 воздушных петельки. Далее мы с вами повторяем раппорт еще 1 раз. Я провязываю в каждую петельку цепочки по 1 столбику с 1 накидом. Всего у меня должно быть 4 столбика с 1 накидом. Так, 4 столбика связали. 2 воздушных петельки, пропускаю 1, 2 петельки, в 3-ю петельку цепочки провязываю 1 столбик с 1 накидом. 2 воздушных петельки, пропускаю 1, 2, в следующую, в 3-ю петельку провязываю 1 столбик с 1 накидом и вяжем еще 3 столбика с 1 накидом. Всего должно быть связано 4 столбика с 1 накидом. Две воздушных петельки, пропускаю 1, 2, 2 петельки, в 3-ю петельку вяжем 1 столбик с 1 накидом. 2 воздушных петельки, пропускаю 1, 2 и
провязываю один столбик с одним накидом. Вот этот столбик, он уже относится к следующему раппорту. Это получается начало третьего раппорта. Вот смотрите, у нас как идут раппорты. То есть начали вязать вот этот раппорт и закончили вот после вот этого четвертого, получается, у нас квадратика. Вот видите, раз квадратик, 2, 3, 4. После четвертого квадратика заканчивается раппорт. Перед четвертым квадратиком у нас начало следующего раппорта. И заканчивается он опять же после вот четвертого квадратика. Первый, второй, третий, четвертый. Вот. Перед вот этим столбиком у нас заканчивается второй по счету раппорт. Надеюсь, я вам понятно объяснила. И для того, чтобы связать по кругу узор, вам просто необходимо повторять вот этот раппорт до конца ряда и замкнуть, как говорится, вязание в круг. Начало и окончание ряда. И сейчас, вот смотрите, я уже вяжу второй раппорт, то есть третий раппорт. Если вязать по кругу, то нужно после четвертого вот этого, как бы, после вот этого столбика мы должны сразу же замкнуть вязание в круг при помощи одного соединительного полустолбика и далее продолжить вязать вот этот раппорт уже по принципу вязания второго ряда. Также его можно вязать узор по лицевой стороне, либо по кругу, но поворотными рядами. То есть разворачиваете вот это кольцо, полотно, и вяжете по изнаночной стороне. То есть можно вязать по лицевой и по изнаночной стороне узор по кругу. Сейчас мы с вами продолжим вязать вот этот ряд и закончим его. А заканчиваем мы его так же, как начали. Так, здесь у меня должно быть 2 воздушных петельки, второй столбик с одним накидом. Вот я связала второй квадратик и провязываем еще 3 столбика с одним накидом. Всего должно быть 4 столбика с одним накидом. То есть мы начинаем, если мы вяжем прямыми и обратными рядами, то мы начинаем ряд и заканчиваем всегда одинаково. Вот смотрите, у нас в начале ряда 4 столбика с одним накидом и закончили вязать тоже 4 столбиками с одним накидом. Это в том случае, если вот прямыми обратными. А если по кругу, то вот этот элемент мы не вяжем, а сразу же после вот этих 2 воздушных петелек замыкаем в кольцо. Все. Я вам рассказала принцип вязания по кругу и также прямыми и обратными рядами. Сейчас мы просто будем вязать каждый ряд узора до 8 ряда. Приступаю к вязанию. Это у меня будет по счету второй ряд. И либо начало первого раппорта в высоту. Вяжем первый ряд раппорта, либо второй ряд по схеме. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек, разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину отсчитываем 1, 2, 3, 4. Четвертого столбика провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. И так, здесь вот не надо 2 воздушных, мы сразу же приступаем вязать в арочку цепочки из 2 петелек 2 столбика с одним накидом. И в вершину первого столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом. Вот у нас что должно получиться. То есть 2 квадратика и столбики, 4 столбика с одним накидом. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5.
Вершину у меня получается первый, второй, третий, четвертый. Четвертого столбика провязываем 1 столбик с одним накидом. Далее в арочку цепочки из 2 петель мы вяжем второй по счету третий столбик с одним накидом, и вершину вот этого столбика мы провязываем 1 столбик с одним накидом. Набираю цепочку из 2 воздушных петелек, вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, пропускаю второй, третий столбик, вершину четвертого провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, вершину следующего столбика провязываю 1 столбик с одним накидом, и в арочку цепочки из 2 петель вяжем по счету второй, третий столбик с одним накидом, а вершину первого столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываем по счету четвертый столбик с одним накидом. И у нас с вами получается, что по узору вот 3 квадратика свободных, раз, два, три, и вот в эту ячейку мы провязали вот этот элемент из столбиков. Набираю 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек, вершину 1, 2, 3, 4 четвертого столбика провязываю 1 столбик с одним накидом. В арочку цепочки из 2 петель провязываю второй по счету и третий столбик с одним накидом. Вершину столбика с одним накидом провязываю четвертый столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, вершину первого столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, и в третью петельку подъема провязываю 1 столбик с одним накидом. И давайте с вами посмотрим ряд, чтобы у вас точно так же получилось, как у меня. Начинаем ряд и заканчиваем одинаково. Связали 2 ряда в высоту, и вот второй ряд это у нас начало первого раппорта в высоту. Приступаю к вязанию третьего ряда, набираю цепочку из 5 воздушных петелек, 1, 2, 3 петельки подъема и еще 2 элемента узора. Разворачиваю вязание на другую сторону, вершину следующего столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом, в арочку цепочки из 2 петель провязываем второй и третий по счету столбик с одним накидом, вершину первого столбика провязываем 1 столбик с одним накидом. Набираем цепочку из 4 воздушных петелек, 1, 2, 3, 4, и в арочку цепочки из 5 петель провязываем 1 столбик без накида. Цепочка 1, 2, 3, 4 воздушных петельки, пропускаю 1, 2, 3 столбика, вершину четвертого провязываю первый столбик с одним накидом, в арочку цепочки из 2 петель провязываю второй по счету и третий столбик с одним накидом, вершину столбика с одним накидом следующего провязываю четвертый столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, следующую вершину столбика провязываю 1 столбик с одним накидом, в арочку цепочки из 2 петель вяжем по счету второй и третий столбик с одним накидом, вершину первого столбика провязываем 1 столбик с одним накидом, 1, 2, 3, 4 воздушных петельки, в арочку цепочки из 5 петель провязываем 1 столбик без накида, 1, 2, 3, 4 воздушных петельки, пропускаю 1, 2, 3, вершину четвертого провязываю 1 столбик с одним накидом, в арочку цепочки из 2 петель вяжем второй и третий столбик с одним накидом, вершину следующего столбика с одним накидом провязываем по счету четвертый столбик с одним накидом,
2 воздушных петельки, отсчитываю от начала 1, 2, 3, в основании 3 петельки подъема провязываю 1 столбик с одним накидом. Все, связали с вами 3 ряда узора. Хочу поближе вам показать. Приступаем к вязанию 4-го ряда и набираю цепочку 1, 2, 3 воздушных петельки, разворачиваю вязание на другую сторону, в арочку цепочки из 2 петель провязываю по счету 2 и 3 столбик с одним накидом, и вершину 1-го столбика мы вяжем по счету 4-й столбик с одним накидом. Набираю цепочку из 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вершину столбика без накида провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаю 1, 2, 3 и вершину 4-го столбика провязываю 1 столбик с одним накидом. В арочку цепочки из 2 петель провязываю по счету 2 и 3 столбик с одним накидом. Вершину 1-го столбика провязываем 4 по счету столбик с одним накидом. Набираю цепочку из 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в вершину столбика без накида провязываем 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаю 1, 2, 3 столбика. Вершину 4-го провязываю 1 столбик с одним накидом. В арочку цепочки провязываем еще 3 столбика с одним накидом. Все, связали общее количество. Вот здесь вот 4 столбика с одним накидом. И давайте проверим с вами. Мы связали 4 ряда узора. Давайте поближе вам каждый ряд буду показывать, чтобы вы сравнивали, как у меня получается и как у вас. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю вязание на другую сторону, отсчитываю 1, 2, 3, 4. Вершину 4-го столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. В первую петельку цепочки провязываю по счету 2 столбик с одним накидом. Во вторую петельку цепочки провязываю по счету 3 столбик с одним накидом. В третью петельку цепочки провязываем по счету 4 столбик с одним накидом. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В вершину столбика без накида провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И пропускаю 1, 2, 3 петельки цепочки. В 4-ю, в 5-ю и 6-ю мы вяжем по 1 столбику с одним накидом. В 4-ю петельку провязала 1 столбик с одним накидом. В 5-ю петельку провязываю по счету 2 столбик с одним накидом. И в основании 6-й петельки цепочки провязываю 3 столбик с одним накидом. 4-й столбик с одним накидом мы вяжем вершину 1-го столбика с одним накидом предыдущего ряда. 2 воздушных петельки. Пропускаю 2 и 3 столбик с одним накидом. Вершину 4-го провязываю 1 столбик с одним накидом. В первую петельку цепочки провязываю по счету 2 столбик с одним накидом. В основании 2-й петельки цепочки провязываю по счету 3 столбик с одним накидом, и в основании 3 петельки по счету провязываю 4 столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек, и вершину столбика без накида провязываю
1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Пропускаю 3 петельки. 1, 2, 3. И в 4-ю петельку цепочки вяжем 1 столбик с 1 накидом. В 5-ю петельку цепочки вяжем 2 столбик с 1 накидом. В 6-ю петельку цепочки вяжем 3 столбик с 1 накидом, а вершину 1 столбика провязываем по счету 4 столбик с 1 накидом. 2 воздушных петельки и 1, 2, 3 петелька подъема. Вот у нас здесь в основании 3 петельки провязываем 1 столбик с 1 накидом и проверяем, что у нас с вами получается. Вот таким образом выглядит узор в 5-м ряду. Приступаю к вязанию 6-го ряда. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину вот этого 1 столбика с 1 накидом провязываю 1 столбик с 1 накидом. 2 воздушных петельки. Пропускаю 2 и 3 столбик. Вершину 4 провязываю 1 столбик с 1 накидом. И в 1-ю, во 2-ю петельку и 3-ю цепочки провязываем по 1 столбику с 1 накидом. Всего у нас должно быть связано 4 столбика с 1 накидом. 2 воздушных петельки. 1, 2. Здесь мы отсчитываем уже от другой цепочки 3 петельки и в основании 4. Так, в основании получается, здесь мы отсчитываем 2 петельки и в 3-ю петельку цепочки провязываю 1 столбик с 1 накидом. В 4-ю петельку провязываю 2 столбик с 1 накидом. И в 6-ю петельку, в 5-ю петельку провязываю 3 столбик с 1 накидом. Вершину столбика с 1 накидом провязываю 4 столбик с 1 накидом. Вот так вот у нас получается. 2 воздушных петельки. Вершину 4 столбика провязываю 1 столбик с 1 накидом. 2 воздушных петельки. Вершину 1 столбика с 1 накидом провязываю 1 столбик с 1 накидом. 2 воздушных петельки, пропускаю 2 и 3 столбик, вершину 4 провязываю 1 столбик с 1 накидом. В 1-ю и во 2-ю петельку цепочки провязываем по 1 столбику с 1 накидом. Это получается 2 по счету, 3 столбик вяжем во 2-ю петельку и 4 столбик вяжем в 3-ю петельку. Здесь у нас 2 петельки остается. 2 воздушных петельки, пропускаю 2 петельки цепочки и в основании 3, 4, 5 провязываем по 1 столбику с 1 накидом. То есть в основании 3 петельки 1 столбик, в основании 4 петельки 2 и в основании 5 петельки 3 столбик с 1 накидом. Вершину 1 столбика я провязала 1 столбик с 1 накидом. 2 воздушных петельки, пропускаю 2 и 3 столбик, вершину 4 провязываю 1 столбик с 1 накидом. 2 воздушных петельки, отсчитываю от начала ряда 1, 2, 3 петельку, в основании 3 петельки провязываю 1 столбик с 1 накидом. Все, закончили с вами вязать. Это у нас по счету 6-й ряд. И хочу вам показать поближе. Сейчас мы с вами свяжем крайний ряд раппорта. Раппорт у нас здесь состоит со 2 по 7 ряд. Вот мы вяжем 7 ряд заключительный.
Набираю 1, 2, 3 петельки цепочки, разворачиваю вязание на другую сторону и в арочку цепочки из 2 петель провязываю 2 столбика с одним накидом. Это по счету будет 2, 3. Вершину столбика с одним накидом провязываю 4 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Вершину первого столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Вершину 4 столбика провязываю 1 столбик с одним накидом. В арочку цепочки из 2 петель провязываю 2 и 3 столбик с одним накидом. Вершину первого столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю 4 по счету столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Вершину 4 столбика провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки. Вершину следующего столбика провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки. Прошу прощения, здесь вот после второго квадратика, первый, второй, сразу же вяжем в арочку цепочки из 2 петель 2 и 3 столбик с одним накидом. И вершину вот этого столбика провязываем 4 столбик с одним накидом. Вот у нас получается раппорт повторяется: 2 квадратика, 4 столбика с одним накидом, 2 квадратика, 4 столбика с одним накидом. Далее вяжем 2 квадратика, 4 столбика с одним накидом. Вершину вот этого первого столбика мы вяжем 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки. Вершину 4 столбика мы вяжем столбик с одним накидом, связали 2 квадратика и сразу же вяжем в арочку цепочки из 2 петелек 2 и 3 столбик с одним накидом. Вершину столбика с одним накидом провязываем 4 по счету столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки мы сейчас должны связать опять же 2 квадратика. Вершину 4 столбика провязала 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки. Следующую вершину я провязала еще 1 столбик с одним накидом. 2 квадратика связали и в арочку цепочки из 2 петелек провязываем 2 и 3 и 4 столбик с одним накидом. Все, связали мы с вами 7 рядов. Сейчас вы перематываете видео на начало вязания второго ряда и продолжаете вязать второй раппорт по счету со 2 по 7 ряд включительно. Давайте я с вами вместе свяжу вот этот 8 ряд. И 8 ряд я буду вязать по принципу вязания второго ряда. Восьмой ряд вяжу как второй. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек, разворачиваю вязание на другую сторону и вершину 4 столбика 1, 2, 3, 4 провязываем 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, вершину столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом. После вот этих 2 квадратиков мы вяжем элемент из 4 столбиков с одним накидом. В арочку цепочки из 2 петель я вяжу 2 и 3 по счету столбик с одним накидом. Вершину первого столбика с одним накидом провязываю по счету 4 столбик с одним накидом. Далее набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вершину 4 столбика 1, 2, 3, 4 провязываю 1 столбик с одним накидом. В арочку цепочки из 2 петель провязываю по счету 2 и 3 столбик с одним накидом. Вершину столбика с одним накидом провязываю по счету 4 столбик с одним накидом. Раз, два, 2 воздушных петельки. Вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. Две воздушных петельки. Вершину 4 столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. У нас здесь получается 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, 2 воздушных петельки, вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки, вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом, 2 воздуш
Раз, два, три квадратика. И в арочку цепочки из 2 петель провязываю второй и третий столбик с одним накидом. Вершину первого столбика с одним накидом вяжем четвертый столбик с одним накидом. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Вершину четвертого столбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом. В арочку цепочки из 2 петель провязываем по счету второй и третий столбик с одним накидом. Вершину столбика с одним накидом провязываем по счету четвертый столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки и вершину первого столбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки и в третью петельку подъема провязываю по счету, то у меня получается второй столбик с одним накидом, и связали мы 2 квадратика в начале и 2 квадратика в конце ряда. Посередине у нас получилось 3 квадратика. И вот такой у нас узор паучки, очень симпатичный и красивый получился. Здесь мы с вами вязали 8 ряд и закончили 8 ряд на изнаночной стороне узора. Таким образом смотрится узор с изнаночной стороны и с лицевой стороны. Очень красивый узор. Напишите мне, пожалуйста, под этим видео, нравится вам узор с элементом паучки или нет. Я очень люблю вязать такие узоры. Они вяжутся просто интересно, быстро. И изделия получаются красивыми, ажурными, нежными. Вот, приближу вам внимательно, чтобы вы смогли рассмотреть поближе. Такой вот замечательный узор, очень красивый. И этим узором можно вязать не только летние вещи, такие как жакет, топы, шапочки, кардиганы летние, а также демисезонные варианты одежды. Это можно связать палантин, шарф, снуд из теплой пряжи смесовой, тоже жакет, кардиган, жилет. Будет очень красиво смотреться. Я надеюсь, вам узор понравился, и вы его возьмете себе в копилочку, и либо свяжете себе замечательную кофту-жакет. А я с вами не прощаюсь и жду вас на следующих мастер-классах. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.